Когда я впервые познакомился с приставкой Dendy, а было это примерно в 93 году, я с трудом себе представлял, какие на нее могут быть игры. И здесь важную роль сыграли несколько вечеров, проведенные в гостях у нашего с братом друга Лехи. Он был старше нас на несколько лет, что позволяло ему более осознанно подходить к выбору 8-битных игр. Естественно, каждый поход к Лехе в гости был для нас как праздник, потому что мы точно знали, что увидим очередную порцию невероятно крутых игр. Так я впервые познакомился с игрой Banana Origin No Daiboken, которую пираты на своих картриджах окрестили Sonic Prince, а Леха прозвал Принц Банании. К сожалению, у нас она встречалась только на японском языке, что делало ее полное прохождение крайне проблематичным. Но обо всем по порядку. Меня зовут Роман Шабанов, и мы начинаем шоу Remember Classic. Погнали! Коварный король перцев, пожираемый алчностью, отправил своего перечного дракона похитить главный символ бананового королевства – Великий Банан. А чтобы банановый принц не смог помешать планам короля, дракон попутно прихватил 4 элемента священных доспехов. Но трагедия не сломила принца, и заручившись поддержкой старейшины, он отправился в свое великое путешествие, дабы вернуть украденное сокровище. Как видите, сюжет очень интригующий. Основной мир игры состоит из 7 островов, на каждом из которых необходимо пройти по 3 платформенных уровня и сразиться с боссом в конце. При этом 7-й остров появится на карте только после прохождения 6-го. Помимо основного мира есть еще 4 острова настольной игры, в конце каждого из которых нас также ждет битва с боссом. Но о них мы поговорим позже. Графически игра выполнена очень качественно, это заметно как в прорисовке мира, так и в анимации персонажей. Каждый из островов имеет свое уникальное оформление, начиная от тропических пальм Бананового королевства до мрачного замка короля перцев. Все нарисовано с большой любовью и изобилует деталями, насколько это позволяет 8-битная графика. Благодаря тому, что игра создана по мотивам истории, которую по частям печатали в комиксах Бон-Бон, в ней присутствует огромное количество разных персонажей. Это касается не только врагов и боссов, но и всевозможных помощников принца, отчего мир игры кажется более живым. Отдельно хочется отметить восхитительную музыку за авторством Нобуюки Сиода, которая не просто радует слух, но и очень хорошо передает атмосферу игры. Как вы уже заметили, игра представляет из себя платформер. Основной фишкой игры является умение принца выращивать пальму у себя под ногами. Для этого необходимо нажать вниз плюс удар. Это позволяет забираться в труднодоступные места, при этом с пальмы принц прыгает сальтом, что позволяет наносить урон врагам. Но чтобы пальма выросла повыше, необходимо собирать призы в виде цветка. Врагов принц убивает маленьким мечом, и поначалу это не очень удобно, но по мере прохождения можно покупать более грозное оружие, которое с каждым пройденным островом становится все сильнее, от маленьких звездочек до огромных силовых щитов. В узкие места наш королевский отпрыск может прощемиться с помощью катания на пузе, выполняемого нажатием кнопок вниз плюс прыжок. Это скольжение можно остановить простым нажатием удара, что иногда весьма полезно. Но так как выращивание пальмы и катание на пузе выполняется весьма похожим способом, их можно перепутать, и произойдет вот такая неприятность. На панели в нижней части экрана располагаются основные игровые данные. Время, за которое необходимо пройти уровень, оружие, которым располагает принц, количество собранных колец, количество жизней и здоровья, измеряемое в бананах. Справа изображены 4 главных героя игры, которых нужно вооружить священными доспехами. В прохождении принцу будет помогать старейшина, которого можно найти, внимание, в сундуке, или выбив из врага зеленую птицу. «Значит так, дед, садишься в сундук, я тебя закрываю, а когда буду пробегать мимо, ты выскочишь». «Но принц у меня радикулит, да и сундук маловат». Вот и договорились. Изначально может показаться, что дед абсолютно бесполезен, летает за принцем и ничего не делает. Но если его завести, то старейшина превратится в очень грозное оружие. Он начинает вращаться вокруг глав героя, убивая врагов, разбивая сундуки и собирая призы. В детстве мы ошибочно думали, что старого пердуна можно завести, уколов несколько раз мечом, что делало его применение крайне неудобным. Но со временем я понял, что все гораздо проще. Нужно зажать вверх на пару секунд и затем нажать вниз.
Но и это еще не все. Также банановый принц умеет выполнять суперсекретный удар ногами а-ля Чун Ли, о котором я узнал совсем недавно. Для этого нажмите вниз на пару секунд и затем быстро вверх плюс удар. Как видите, этот прием выполняет не принц, а его подружка Перси. Уровни в игре очень разнообразны по содержанию. Помимо прыжков нам доведется поплавать на дне морском, с ветерком прокатиться на вагонетке и даже взобраться на морковную башню. Большинство этапов нелинейны и делятся на более легкий или более сложный маршрут. При этом можно заметить, что некоторые куски отдельно взятого уровня повторяются, что немного огорчает. Во время прохождения нам встретится немало дверей с бонусами, среди которых есть казино, магазин оружия, встреча с Перси, которая пополняет принцу здоровье, банановая аптека, путешествие на дополнительные острова и, конечно, возможность перескочить на следующий остров, избежав битвы с боссом. Но чтобы воспользоваться всем этим, понадобится огромное количество колец, так что не забывайте их собирать. Меня очень сильно порадовало, что проходы к некоторым дверям скрыты. Например, вот здесь дверь находится в месте, в которое невозможно запрыгнуть. Но если заранее упасть в одну из ям и пройти внизу экрана, то до нее можно добраться. Но что прячет за собой эта сверхсекретная дверь, я говорить не буду. А что делать с этой дверью, я так и не понял. Возможно, это просто декорация, а возможно и нет. Чтобы пройти всю игру на 100%, необходимо собрать все части священных доспехов, которые находятся в руках боссов дополнительных 4 островов. Попасть к ним можно двумя путями: купив путевку за 30 колец, или же поймав розовую птицу, изредка пролетающую вверху экрана. Как я уже говорил, дополнительные острова представляют из себя настольную игру. Мы бросаем кубик, на котором выпадает определенное число ходов. По мере прохождения можно остановиться на цифровой клетке. Число на ней означает количество вопросов, на которые нам нужно ответить, чтобы продолжить игру. Также мы можем встать на клетку с картинкой. Это лотерея, в которой можно выиграть бонус. Если же нам не повезло и мы встали на перец, то игра окончена. Основная цель — добраться до босса и победить его, ответив на задаваемые им вопросы. В этих вопросах и была вся проблема, так как в детстве принц Банани было настолько на японском, мы не могли их прочитать, а следовательно и правильно ответить. И все это выглядело примерно так. Перечный король, выходи на смертный бой. Конечно, принц, только сначала ответь на несколько моих вопросов. Что здесь написано? Я ничего не понимаю. Но тогда тебе придется начать всю игру сначала. Ах ты подонок! Однако трудности перевода коснулись не только нас. Принц Банани был также издан в Европе. Чтобы угодить местной аудитории, дизайн всех персонажей был полностью переработан. Вот только в качестве основного языка был выбран немецкий, а не английский, что весьма негативно сказалось на продажах игры. И все же мы с братом, имея на руках японский картридж, смогли пройти игру. Дело в том, что вопросы в игре идут всегда в одном порядке, поэтому простым методом перебора мы легко записали в тетрадке все правильные ответы, что позволило нам пройти принца Банани на 100%, не используя пароли из книги секретов. Ну а в русскую версию я сейчас играю, потому что мне с детства было безумно интересно прочитать все эти вопросы. Настольная игра — это, пожалуй, самая сомнительная идея разработчиков. С одной стороны, она разнообразит игровой процесс, но с другой, чем больше я проходил игру, тем больше она начинала меня раздражать. Только начинаешь наслаждаться платформером, как нужно все бросать и вновь отвечать на одни и те же вопросы. Принц Банани — это самобытная и очень увлекательная игра, которая, к сожалению, не получила должного признания у нас в стране из-за того, что распространялась только на японском языке. Тем не менее, это одна из моих самых любимых игр на Денде, которая поразила меня с первых же секунд знакомства. В свое время я даже сделал пародийный мультфильм про принца, ссылку на него вы можете найти в описании. Если вы любите платформеры, то обязательно поиграйте в принца Банани. Благодаря ребятам из Magic Team сейчас эта игра полностью доступна на русском языке, а значит, ее можно пройти так, как это задумывали разработчики. На этом у меня все. Ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Еще увидимся. Так, где, блин, хриплый-то пропадает? Уже неделю его нет. Ничего не понимаю. Черепахи! Кругом одни черепахи! Все, тихо. Ремембо Классик, погнали!
Якорь мне в задницу. Где мой этот пультик? Где мой пультик? Родимый, любимый, родной. Очко-то больно. Падает.